Всем привет! С вами Банана Мастер. И сегодня мы продолжаем выполнение контрольных работ. Начнем с первой задачи. В первой задаче нам нужно сделать цикл, который выводит от 5 до 1 в консоль. Окей, начну с того, что напишу for, сделаю первый этап создания переменной от 5, поэтому 5. Далее второй этап — это условия с нашей переменной. Третье изменение i минус минус. После чего консолью i и смотрим, что у нас получится. Кликаю от 5 до 1. Отлично, сразу же переходим ко второй задаче. В этой задаче мне также нужно сделать цикл, который выведет в консоль от 1 до 20 в данном случае, но при этом не выведет цифру 10. То есть там будет одно исключение. Хорошо. Изначально я сделаю цикл, который работает от 1 до 20. И пока что каждый вызов мы будем выводить в консоль. Нажму на кнопку, увижу, да, видите, 20 вызовов. Но наш цикл работает пока что от 1 до 20 и выводит эту десятку. Десятку нужно убрать. Чтоб я ее убрал, я внутри нашего цикла использую if, где проверю, чему равняется i. Если i не равняется 10, то тогда выводи i. В такой конструкции при клике я увижу все цифры, кроме 10. Отлично. Можем переходить к задаче номер 3. В этой задаче нам нужно реализовать такой ответ. Есть два поля ввода. Первое поле ввода я ввожу количество, например, 5. Во второе поле ввода слово Алекс. При клике на кнопку мне нужно увидеть это имя 5 раз ниже в диве. Ну, тут дивчик еще есть у нас. То есть, если же я введу, например, 8 и другое слово Роберт, то в такой конструкции при клике я увижу 8 Робертов. Окей, решение начну. Тело функции, делаю цикл let I равняется 1, работает от 1 и до того числа, которое пользователь ведет в поле ввода, то есть до переменной number. Я как раз в нее и получаю то значение, которое пользователь вводит в поле ввода. Далее увеличение переменной на 1. И в самой переменной делаю следующее. Так, out повыше подниму. Перезаписываю переменную out таким образом, что добавляю в нее постоянно текст. Вот так. Окей, проверяем решение. Вписываю 5 что-то. Добавлю между ними пробел, чтобы нам было читабельней. Пробел не обязателен, но так мы это прочтем легче. И протестирую еще раз. 45 текст. Да, 45 раз. Или 5 Алекс. 5 Алексов. Задача сделана верно. Можно переходить к четвертой задаче. В этой задаче мне нужно будет просуммировать все цифры, которые вводятся в поле ввода. Например, я ввожу 4 и нажимаю на кнопочку, и у меня под капотом должен будет произойти э, вот такой процесс, где каждый вызов плюсуется с предыдущим. Результат этого действия вывожу в div ниже. Ну и точно так же для примера, чтобы вы лучше понимали, если бы я вписал 7 и нажал на кнопочку, то у меня был бы уже вот такой процесс. И сумму вот этого вывожу ниже. Окей. Начну с того, что изначально сделаю цикл, который будет работать от 1, вот так вот, и до введенного пользователем числа. Это у меня переменная number. Далее я увеличиваю переменную i на +1, открываю тело цикла и в теле цикла пишу следующее.
ранее я сделал переменную сам, вот эту, со значением 0. При вызове нашего сама я буду ее перезаписывать, то есть при каждом вызове буду увеличивать на I, после чего весь результат выведу в консоль. Проверяем. 8, 36. Циферки попроще, например, 3, 6. Работает прекрасно. При каждом вызове нашего цикла я перезаписываю переменную сам, увеличивая ее на ту цифру, которая на данный момент находится в I. Если написать это более развернутой записью, то это вот так получается. Окей, переходим к пятой задаче. В этой задаче нам нужно сделать цикл, который работает от 1 до введенного нами числа. Все эти цифры нужно будет и ниже вывести в div. Также добавлю маленькое дополнение. Мы выводим все цифры, кроме пятерки. То есть тут будет какое-то дополнительное условие. Хорошо. Изначально я начинаю с того, что реализовываю цикл от 1 и до введенного числа. Это переменная number. В такой конструкции, если я буду выводить вот так вот это все в out, сразу пробел добавлю, введу 15, окей, вывожу все цифры. Но пятерку нам выводить не нужно. Поэтому я добавляю условия, вот так вот, где буду проверять наш I. И если он не равняется пятерке, то тогда работай наш код. Проверим это еще раз. Впишу 10. Пятерки нет. Отлично. Переходим к шестой задаче. В этой задаче при клике нам нужно вывести на экран вот такие слова. При этом каждая фраза, ну, каждый набор букв должен идти с новой строчки. Изначально начинаем с того, что думаем, сколько раз будет работать внешний цикл, сколько раз вложенный. Внешний 4, потому что 4 рядка. Внутренний 5, потому что 5 символов. Делаю внешний цикл. I равняется 1, I больше равно 4, то есть до 4, и I++. Также делаю сразу внутренний. Копировал просто, чтобы было быстрее, но переменную назову А. Вот так. Окей. Следующий момент. Чтобы нам было проще, я бы рекомендовал сначала сделать чуть-чуть полегче задачу, а именно вывести визуально вот так. То есть не разные символы, а везде одинаковый. Для этого я пишу out плюс равно А, именно во вложенном цикле. И после того, когда мы наш out пособирали, ниже добавляю отступ, то есть перенос на следующую строку. Чтобы это работало так. Мы добавили первую пятерку, тут 5 поставлю, и потом сделали перенос строки. То есть 5 символов, перенос, 5 символов, перенос. Проверим. В принципе, да, это считайте то, что нам и нужно было по этому этапу. И мы уже можем усложнять. Нам все-таки нужно сделать вот такой вывод. И чтобы его сделать, я добавлю switch. Буду проверять каждый вызов, чтобы понимать, какой символ мне нужно выводить. Только проверять буду вот так вот. Если кейс 1, я в out записываю вот это. Также в самом конце не забываем ставить брейк, типа конец кейса. Копирую это 5 раз под разные случаи. Меняю циферку везде. И также символ. Ну, по итогу, я думаю, вы уже понимаете, как это будет работать. Кликну на кнопку.
Работает. В самом конце брейк не обязателен. Надеюсь, вы помните почему. Можем переходить к седьмой задаче. В этой задаче нам нужно при клике сделать вот такой вот вывод, где каждый последующий будет меньше. Ну, то есть вот так. Окей. Значит, смотрим, что нам нужно вывести, и сразу думаем, сколько раз будет работать внешний, сколько внутренний. Смотря на это, конечно, сложно ответить, сколько раз будет работать внутренний, поэтому я рекомендую сделать задачку попроще для начала, а именно вот такую. То есть специально для себя делаем что-то попроще, чтобы нам было от чего отталкиваться. И вот в такой конструкции я понимаю, что внешний цикл будет работать у нас 5 раз, потому что 5 рядочков, внутренний также 5, потому что 5 цифрок. Окей. Чтобы было быстрее, я прошлый цикл скопирую, вот так вот, но уберу в нем все его тело. И он работает 5 и 5. Окей. Отступ я оставляю и добавляю что? Перезапись нашего аута. Например, поставлю пока что 1. Глянем, что получится. Получился вот такой вывод. То есть, что я только что сделал? Я еще на самом деле разбил нашу задачу на еще один подэтап, чтобы, мы по итогу реализовали типа вот такую штуку. И да, в такой конструкции мы визуализируем данный ответ. После можем уже усложнять ответ, чтобы получился вот такой. Смотря на данный ответ, если мы хотим его получить, нам тут нужно сделать одно изменение. Вместо 1 А, то есть изменение в один символ. Проверяем, как это работает, и уже получше, видите? То есть мы выполнили вот этот этап. Можем убирать и переходить к крайнему усложнению. Вот такой вывод. Смотрим, что нам нужно сделать. Значит, при первом вызове вложенного цикла тот работает 5, при втором 4, при третьем 3 и так далее. Чтобы решить эту задачу, мне нужно сделать изменения в каком-то из этих трех этапов, чтобы сразу стало проще из двух. Ну, потому что плюс-плюс мы трогать не будем. В принципе, это правильно. Думаем, где лучше всего сделать изменения, и по итогу приходим к тому, что нужно изменение сделать вот здесь, чтобы наш цикл работал типа не до 5, видите, а до циферки поменьше, исходя из того, какой будет вызов. Поэтому здесь я добавлю следующее. Минус I, пока это не полный ответ, но давайте уже протестируем его. По итогу я получаю вот так. Единственное наше отличие в том заключается, что, видите, мы практически скопировали эту запись, но у нас нету вот этого до пятерки. Чтобы это до пятерки появилось, я сделаю вместо 5 6. Ну и все. В принципе, ответ готов. Вот мы и реализовали наш ответ. На всякий случай добавлю, что данный вывод, вот этот, можно было сделать и очень сильно по-другому. Там по факту около 10 разных вариантов решения. Так что если вы написали решение и у вас по факту получился такой же ответ, но визуально выглядит по-другому, все правильно. Вы по факту решили задачу. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.